Говорит 43-й, медики на 43-й, срочно! И когда же это закончится? Страшное время. Коли людина дорослішає, їй стає все важче зрозуміти, що означає бути хорошим. В той самий час все важливішими стають спроби хоча б намагатися. Я никого не заставляю, никого не агитирую. Я не принадлежу никакой политической партии, никого ни в какую партию не зову. Я вообще за то, чтобы никто никому ничего не должен. Сейчас и тогда еще взяли в руки оружие, это те люди, которым это было предначертано. У каждого есть свое предназначение. Кто-то хорошо рисует, кто-то хорошо там сочиняет какие-то стихи, кто-то хорошо снимает фильмы, да, вот, а кто-то хорошо может защищать свою землю. Вау, вау, я Заря, доложить обстановку, прием. Вау, 450. Принял вас, прием. Для меня война началась с момента, когда под Красноармейском, и в Красноармейске непосредственно стали слышны автоматные очереди. Алло, командир. Да-да. Ну и я вот так вот простоял возле окна, слушая эти перестрелки, этот бой на минут 40, знаешь. Может быть тогда, может быть еще раньше, может быть чуть-чуть позже во мне что-то перевернулось. Ты знаешь, когда страшно, наверное, все люди верующие. Молитва у меня, как таковой моей молитвы нет. Нравилась молитва оптинских старцев. Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу. На всяк час дня цього в усьому настав мене і підтримай мене, Господи. Так получилось, что слово «народ» у большинства людей ассоциируется со словом «толпа». Народ превратился в население, что сейчас, в принципе, и произошло. Когда народ становится населением,
получается то, что у нас сегодня и получилось. В принципе, это единый народ. Сейчас идет гражданская война. Русские из России убивают русских с Украины. Это натуральная братоубийственная война. Большинство людей согласно, что это народная гражданская война. Просто вот тут вторая Югославия примерно. Эта война, она очень сильно отличается от тех, которые были ранее. Привет, маме, в общем, да, пусть они крепятся, скоро мы будем в Киеве. России, привет! Россия поставляет вооружение, технику на сопряженную территорию, на границах которой ведутся активные боевые действия, боеприпасы, а также людские ресурсы. И такой гуманитарной помощи с каждым днем будет все больше и больше. И остановится она только во Львове. Самоцелью стало обвинение кого-то. Если бы меня спросили, я бы предложил, опять же таки, начать сначала. Вспомнить живущим на Украине о том, что они русские. Ну, как бы корни имеют русские. Сейчас за моей спиной вы видите танки, которые идут на помощь ополченцам. И таких танков будет все больше и больше. Потому что российское гражданское общество не забывает о своих братьев. И живущим в России вспомнить, что у них тоже корни русские. И тем и другим вспомнить, что они прежде всего русские, а не россияне и украинцы. И когда они вспомнят, они поймут, что, в принципе, это, ну, мягко говоря, неразумно убивать самих себя. Как Иисуса на доску объявления прибили. Один прибивал, двое держали. И вот это все на маминых глазах. Маму держали. Учителя предлагают на уроке природоведения кормить синичек, потому что они желто-синие, украинские птицы, и всячески избегать поддержки, а еще лучше охотиться на снегирей. Женщину 47 лет, эпилептический припадок случился во время изнасилования на этом блокпосту. Отволокли, автобус наблюдал за этим. Вообще нас тесно связывает, скажем так, с Россией очень много, да, если разобраться. Вот. Вопрос в другом. То, что аннексия Крыма в 21 веке, 21 век на дворе, конечно, глядя то, что творится в Сирии, вообще волосы на голове дымом становятся. Вот. Как такое может происходить? Если человек или какая-то страна нападает на тебя, забирает у вас территорию, то какие могут быть с ней, к ней любовь или еще что-то такое? Нет, на всех, конечно, война наложила какой-то отпечаток и изменила. Ну, так, чтобы конкретно сказать, что вот ты сильно-сильно изменился. Ну, может, кто-то говорит, что возмужал, да, возможно. Ну, потому что такие события, они не могут просто-напросто пройти бесследно и оставить мужчину еще тем мальчишкой, к которому он пришел, да. В принципе, как и каждого мужчины, я считаю, долг защиты, это должен иметь каждый мужчина, да, иметь дело с оружием, это удел мужской с давних времен вообще. Просто, опять же таки, с течением времени и какой-то непонятной эволюцией не в ту сторону, да. Мужчины как бы немножечко сейчас чуть не тем заняты, да. То есть мужчине по природе своей положено быть физически сильным.
Если мужчина не занимается собой в этом плане, то он, не хочу никого оскорблять, скажу так, не совсем полный мужчина. Воин — это не тот, кто стремится убивать. Воин — это тот, кто считает своим долгом быть защитником. Опять же таки, для Родины, для Отечества, для государства, для своей семьи. Я в Красноармейске проживал. Я в Красноармейске работал в шахте. Все это, в принципе, как в голове и в душе закрутилось еще как с киевских событий, да, с Майдана. То есть очень это серьезно было воспринято. И захотелось сделать так, как, по сути, по натуре своей я человек активный, импульсивный. Поэтому я не мог просто-напросто созерцать, как это все происходит где-то со стороны, смотреть телевизор, обсуждать это все. Просто нужно идти и делать, если так уже. Если ты действительно патриот настолько, то иди и делай. Патриотизм, на мой взгляд, это очень большая цель, и действительно она весьма глобальная, это на уровне народа. Один мой знакомый, мужчина, которому уже за 50, потомственный военный, спецназовец, еще и отец его был военным, и дед его был военным, еще белогвардейским офицером до революции. Он уезжает, потому что ему это противно. А именно, тоже он так и сказал, русские убивают русских. Я не хочу в этом участвовать. Я не хочу отправлять на эту войну своего сына. Поэтому я уезжаю, по крайней мере, пока это все не кончится. Я, в принципе, согласен с этим. Я с детства не люблю приказы. И поскольку все мое нутро и естество, и душа, и сердце, и так далее против этой войны, мне бы не хотелось в ней участвовать. А патриотизм, конечно, это очень большая цель, на мой взгляд, очень светлая и даже жизненно необходимая. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи, ані засмучуючи. Национальность украинец для меня не существует, так же, как и национальность россиянин. Надо тогда разобраться изначально, что такое Украина. Буквально 150 лет назад, если не меньше, таких слов, как Россия и Украина, вовсе не существовало. Было единое государство, и называлось оно Русь. Так в чем проблема? Из-за чего ненависть? Если ты русский, там русские, то почему ненависть такая прямо смертельная? Массовая информационная война, которая ведется, да, РФ против, в принципе, Украины и всего мира, этих людей она просто-напросто подмяла под себя. Даже сейчас уже молодых девушек убивают и с них делают консервы мясные. Факты о каннибализме в Доме профсоюзов. То есть там есть слова, когда человек говорит, здесь едят человечину. Манипуляция идет сознанием всего мирового сообщества, не только украинцев. Путин, веди войска! Веди!
Идеальный выход, к которому, в принципе, рано или поздно мы придем, русские с Украины должны вспомнить, что они русские, в смысле не украинцы. А русские с Россией должны вспомнить, что они не россияне, а русские. И тогда все станет на свои места. Говорить ватники, люди, которые имеют другую точку зрения, наверное, смотря на эту ситуацию, которая происходит в стране. Недопонимание может быть какое-то. В принципе, все. Не хотелось бы оскорблять. Я не хочу, чтобы была эта война, я не хочу, чтобы была какая-то тоталитарная диктатура. Я не хочу вообще никаких лишений для кого бы то ни было. Да, Донбасс, Луганск и вся Новороссия не принадлежали Украине. Они должны понять, Порошенко и его клика, что это русская земля, это воюют русские люди, это новая русская армия. Не хочу убивать россиян, потому что я считаю, что и на Украине живут русские, и в России живут русские. И вот эта война, она в высшей степени глупая. Есть такое понятие, как жертвы обстоятельств и заложники у событий, да? Заложники, то есть мы сейчас, в принципе, являемся жертвами обстоятельств. То, что в нашей стране и на нашей земле сейчас происходят данные события, никто из нас этого не желал и не хотел. Вот. Соответственно, убивать у нас желание тоже у нормального человека никогда не просыпалось. Но вообще само по себе убийство, оно является аморальным, да? Оно является ненормальным. Убийство себе подобного. Но когда у тебя перед тобой стоит выбор убить или остаться живым самому, когда ты защищаешься, я думаю, никто не думает о том, нормально это или ненормально. Я не приходил никому ни на чью землю, вот, не представлял никому там, в голове автомат. Я говорил, что здесь теперь будет, значит, называться страна не так, а вот так вот. Война. Прежде всего, не воевать, а защищать, скажем так. Надо об этом думать. Свое окружение людей, круг общения, так сказать, я тщательно подбираю, фильтрую. В моем окружении люди только, которые мне приятны, с которыми мне хорошо, комфортно, легко, удобно, вот, доброжелательно, которые ко мне относятся. И я к ним тоже. Да, можно сказать, что дружба, которая завязалась в таких местах, в таких ситуациях, она немного отличается. И когда ты находишься
под постоянной угрозой смерти, ты знаешь, что, возможно, этот человек, который рядом с тобой находится, последний человек, которого ты увидишь в жизни. Процитирую такого великого писателя, как Эрих Мария Ремарк, вот, на Западном фронте без перемен. Единственное, что хорошего породила война, это дружба. Я скажу, что я, в принципе, и благодарен за тех людей, которых она мне дала, да, взамен на то, что мы видели, на то, что, в чем мы варились, барахтались. Господи, які б я не дістав звістки, навчи мене приймати їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все свята воля Твоя. 4 українських військових загинули, ще 18 отримали поранення. Такі втрати за минулу добу оприлюднив прес-центр АТО. 3 військових загинули і 7 поранені внаслідок обстрілів бойовиками позицій українських бійців впродовж останньої доби. Я могу сам без телевизора вещать новости. Какие там новости в телевизоре? Что сегодня там где-то в очередной раз что-то выстрелило. Уже 2 года гибнут люди на передовой, по несколько человек каждый день. Опять же таки, какая это новость? Парень, Внимание, всем радируем. Я Заря. парень молодой был, да? Как бы он погиб, царство ему небесное. Парень молодой, целеустремленный, отзывчивый, добрый. Ну, в принципе, в нем были собраны все те качества, которые есть у хороших людей, знаешь. Вот, правда, излишне бесстрашен. Сейчас еще прилетит. Да я бачил только что, как мне прилетела грудка. Ну, я помню такой случай, когда шел на позицию, начинается обстрел, он встал и стоит. Я его плечом, помню, толкнул туда, в бункер, в этот самый, в блиндаж. Говорю, тебе что, говорю, жить надоело? Ты хочешь умереть молодым или что? Я не понял. Говорит 43-й, медики на 43-й, срочно! Срочно медика на 43-й! Кто меня слышит? Говори со мной, друг. Давай, я тут. Все нормально? А ты насколько младше Макса? На 3,5 года. Ему вот скоро 20 будет, через 2 месяца. Так, что у тебя? Рука. Нога, подожди. Не, ноги нормально. Целый, руку какая сейчас. рука? Первый раз была. Ботинок Да, правее. все, поднимай, вытягивай. Вытягивать отсюда надо срочно помощь. Здесь помогать не стоит. А девочка у него была, вот тут приходила, я помню, на кладбище. Да, там получается Лера, невеста. Вот планировали в апреле свадьбу уже. Хорошо. Нет, никто не гибнет зря. Знаете, есть такая песня Высоцкого. Никогда не стоит забывать о том, что эти ребята, они положили свою жизнь с четкой уверенностью в том, что они на правильном пути, они отстаивают свои права. Вот. И то, что если не погибли бы они, может быть, погиб бы какой-нибудь маленький ребенок, вот, где-нибудь, да? Ну, то есть, я думаю, никто не гибнет зря. Нет, я очень сожалею. Люди действительно в этой войне гибнут. Люди гибнут, жены становятся вдовами, матери теряют сыновей и так далее. Это очень-очень жаль. Ну, что я могу сделать, если меня никто не слушает?
Поэтому, если уж стоит вопрос о том или-или, то я, конечно, готов защищать свою родину. Но если спросить меня, хочу ли я убивать россиян, нет, я не хочу убивать россиян. Вот эта война, она откинула нас на много лет вперед, назад, скажем так. Это именно во взаимоотношениях людей. Я не думаю, что те боевые действия, в которых мы участвовали, это последние боевые действия. У всіх ділах моїх і словах керуй думками моїми і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все ти посилаєш. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи, ані засмучуючи. Значит, смотрите. Берется, это большой участок, и сажается вот так вот 4 сада. Вот. Внутри каждого сада полянка. Вот. Вокруг растут всякие деревья, а между ними кустарники сажаются, всякие тоже разные, сирень, шиповник, жасмин и так далее. Вот. И получается такое огромное, такое вот красивое место. Оно называется «Школа счастья». Ну, в Песках на данный момент сейчас тихо. Сейчас тихо. Ну, как обычно, я же говорю, все происходит в основном ближе к вечеру. С наступлением где-то 8 часов вечера начинается регулярный обстрел. Вот уже сколько мы здесь находимся. То есть работает минометы, работает стрелковое оружие. Вот. Ну и, естественно, с началом тепла, с началом такой вот зеленки больше работает ДРГ. Я хочу спросить у вас, вот как у взрослых людей. Вы же уже взрослые, да? Ну, все знаете, понимаете, да? А вопрос серьезный. Ответьте, что такое счастье? Кто-то может сказать? Так приятно было, знаешь, вот на Донбассе, когда приходишь в школу, а дети в вышиваночках, эти девочки маленькие, там, читали нам стишочки. Вот, такие все. Ну, в общем, такую программу. У нас 2 человека пришло, а нам там 4 или 5 там, младших классов приготовила там целую концертную программу. Мы так были приятно удивлены. А Артемовск, да, ну вообще, ну, как бы, он уже, кстати, Бахмут. Да, классный город, на самом деле. Кто видел большой цветущий сад или луг? Все видели. Это приятное зрелище? У кого-то, вы в основном все живете в частных домах, да? Когда весной расцветают деревья, почки, это радостно. Вот это вот напрямую как бы связано с радостью. То есть, когда вокруг, опять же таки, чистый воздух, вода, все, да, вот ароматы цветения. А то, что меня там больше как бы удивило, я даже не знаю, больше умилило, есть такое, есть, так это весна и цветущие деревья и тюльпаны там, допустим, в разрушенных уже домах. Вот это, знаешь, так как-то... Почему-то деревья мне очень жалко, ты знаешь. Ну, на самом деле. Ту природу, то знаешь, что тот мир, даже... Ну, и людей, конечно, несомненно. А представьте 4 больших сада, ваших, собственных, которые вы сами посадили, вырастили. Это, вот это ваше. Никто вас оттуда не гонит, не мешает. Нормально? Счастье? Мы, помню, приехали, это был август месяц 2014 года.
Ты знаешь, все вот как-то пустые дома, аккуратненько там ухоженные грядочки там на огородах, гроздями висящие помидоры. Это все так, знаешь, так, какая-то картина, значит, сразу вспоминались такие зоны отчуждения, как Чернобыль. Но все как осталось, так и, ну, как люди ушли. Какие-то животные домашние, там, когда, допустим, цыплята, утята вылупляются, это весело, радостно же. Большинство этих животных просто погибло, и все. Просто-напросто, когда проходил по дворам, знаешь, там собака просто вот на цепи, там уже, ну, полусгнившая там. То есть это, знаешь, такое вот, ну, в этом, наверное, и заключается отвратительность войны, когда видишь разрушения и видишь вот, страдания живых существ. Если хорошее будет целый день настроение, то и сон будет хороший. А если вокруг все тебя любят, все радуются, все здоровы, все довольны жизнью, наверное, будет хорошее настроение. За 3 года до войны мне приснились дворы пустые, вот, вечер и лающие собаки постоянно. Вот, постоянный лай собак. И я в тревоге, в каком-то адреналине, опять же таки, бегу по этим дворам, никого нет, ни людей. Ну, абсолютно, вот никого. Пустые дворы и лают собаки. Причем этот сон повторялся мне с продолжением, он снился мне. Вот. И когда я первый раз попал на передовую, да, в полуразрушенный поселок, вот, заступил в наряд вечером, и вечером завыли собаки, тех, которые, ну, бросили хозяева их, да, в этих пустых дворах. А я сразу же вспомнил свой сон. Мечты. О чем мечтаю? Знаешь, какой-то момент, наверное, у меня этот аппаратик, который отвечает за мечты, прекратил, наверное, пока функционировать. О чем я мечтаю? Не знаю. Раньше мечтал, как и все, наверное, обычные люди, купить дом. Я очень хотел бы дом. Это свой дом. Девочку маленькую хотел бы. Вот. Еву. Да. Которая, кстати, мне тоже снилась. Как ты считаешь, у Украины есть будущее? Я думаю, есть. Я думаю, есть. И сейчас у нее шансы на это будущее больше, чем было когда-либо. А что нам для этого не хватает? Что нам для этого не хватает? Наверное, я не скажу ничего нового. Нам для этого, скорее всего, не хватает едности, да? Как вот, опять же таки, это такое сакральное слово, как бы уже все затертое со всех сторон. Едности, понимание вообще того, зачем мы живем, для чего мы живем і що нам делать дальше. Керуй моєю волею і навчи мене молитись, вірити, надіятись, терпіти, прощати і любити. Амінь.